Жареные цветки белой акации. У нас уже вовсю весна, и белая акация цветет и радует своей красотой и ароматом. По этому случаю готовим из нее очень интересное блюдо. Я смогла собрать только 7 цветковых соцветий, кисточек белой акации. Дерево было очень высокое там, где я гуляла, и вот все, что смогла достать. Но, тем не менее, этого достаточно. Кстати, собирайте, конечно же, цветки только в экологически чистой зоне, чтобы употреблять их потом в пищу. Вот еще раз посмотрите на то, как выглядит это растение. Когда вы соберете цветки, то отрывайте их от веточки так, чтобы у вас оставалась свободная часть кисточки, чтобы потом в процессе приготовления еды вы могли удобно за нее браться. Советую листики оставлять потом для декорации, когда будете уже подавать к столу. Итак, мы промываем цветки в холодной воде. Вот так вот аккуратно их, можно сказать, легкими движениями прополаскивая. И затем мы кладем на дуршлаг или какую-то другую поверхность, чтобы дать излишкам влаги с цветков отечь. Теперь подготовим кляр. Картофельный или кукурузный крахмал мы используем, или же их нет, то можно использовать муку. 3 столовые ложки. Это для кляра. Также нам потребуется пластиковый пакет, куда мы кладем опять же либо картофельный, либо кукурузный крахмал, либо муку. Если их нет, 2 столовые ложки. Это для обсыпки. В муку для кляра мы добавляем воду. Воду добавляйте по чуть-чуть, потому как никогда неизвестно, сколько точно понадобится. Главное, чтобы получился жидкий кляр. Поэтому воду добавляем по чуть-чуть, но где-то в общем 1/3 стакана воды у нас уходит, с учетом того, что мы добавляем яйцо в кляр. Яйцо вообще можно пропустить, если вы яйца не едите. Добавляем яйцо и хорошо все перемешиваем до такой однородной массы. Как я и говорила, кляр должен получиться жидким, так что воду по необходимости можно добавить. Затем цветки, когда жидкость с них уже стекла, но они все-таки еще остались немного влажными, для того, чтобы мука лучше на них села, то есть не должны быть они совершенно абсолютно сухими, мы закладываем их в пластиковый пакет с мукой или крахмалом, что мы туда положили, затягиваем пакетик, чтобы ничего не высыпалось, и просто-напросто все это вот так вот встряхиваем, shake it, для того, чтобы цветки покрылись вот этой обсыпкой. И теперь, собственно говоря, у нас все готово, и мы можем приступать к дальнейшему приготовлению. Для этого мы нагреваем растительное масло, около 500 мл. Сложность, главное, чтобы цветки в нем свободно плавали, такое количество. И как проверить, что масло нагрелось, просто бросьте один цветочек, если поднялось и зашипело, значит все, можно жарить. Мы окунаем цветки в кляр вот таким вот образом. Почему я говорила, нужно, чтобы остался кусочек кисточки. Очень удобно, вы их как бы прям таки вот так вот, можно сказать, прополаскиваете в кляре, и затем, немного встряхивая, чтобы излишки кляра отекли, вы прямо их погружаете в кипящее масло. Сколько жарить, это занимает немного времени. Вы их окунули в масло, затем немного пошевелили, чтобы они не слиплись, и перевернули на другую сторону. И как увидите, что кляр схватился и немного позолотился, в том случае, если вы добавляли яйцо, то есть немножко должно это так пожелтеть снаружи, то тогда, собственно говоря, они прожарились, и их можно вынимать. Подготовьте какую-нибудь поверхность с кухонным бумажным полотенцем, чтобы туда положить уже прожаренные цветки, чтобы убрать излишки растительного масла. И подготавливаем другие цветки, окуная их в кляр, немного подогреваем масло после жарки первой партии и загружаем опять следующую партию цветков.
Если вы используете для кляра крахмал, то тогда после обжарки цветы будут очень хрустящими. Если же вы используете муку, то, да, конечно, настолько хрустящими они не будут, и они будут иметь желтоватый оттенок, если вы используете яйцо. Если яйцо не используете, то тогда кляр после прожарки будет иметь более беловатый цвет. И когда у нас все уже готово, как я и говорила, мы не выбрасываем листья, и можно сохранить одну свежую ветку для того, чтобы сделать такую красивую подачу, красивый плейтинг. И все, что нам осталось, это красиво оформить и подать все это к столу. Как вы видите, я использую такую соломенную корзиночку, на нее положила несколько салфеток, и вот сверху все вот так вот это все аранжирирую, можно сказать. И вуаля, вся красота уже на тарелке. Это блюдо у нас азиатское, и, конечно же, его подают с соусом. Поэтому соевый соус 2 столовые ложки, к нему добавляем красный молотый перец 1 чайную ложку, также обжаренные кунжутные семена в объеме 1 столовой ложки и кунжутное масло 1 столовая ложка. Можно по желанию добавить 1 чайную ложку уксуса. И немного зеленого лука. Также добавляем наш дип-соус, все это перемешиваем, и дип-соус готов. Ну, конечно, можно есть и без него, если вы не хотите, или просто не класть красный перец, чтобы было не так остро. И из нескольких свежих цветков белой акации мы завариваем благоухающий чай, просто заливаем их горячей водой. Это блюдо не только относится к корейской кухне. Во многих странах Азии вы встретите это очень красивое и вкусное блюдо. Как только вы надкусите, вы сразу почувствуете аромат цветов. Это очень такое хрустящее, со сладким вкусом необычное блюдо. Я очень советую его попробовать, приготовить и съесть. Оно еще, кстати, очень полезное. Лайкайте, подписывайтесь, и приятного вам аппетита!